Начнем, пожалуй, все-таки с окончания Первой мировой войны и того, что последовало в дальнейшем. А в дальнейшем последовала Версальская мирная конференция, которая в 1919 году была подписана всеми странами-участницами, каковы назначили главным стрелочником, но вполне очевидно, Второй Рейх, то есть Германию. Каковая, прямо скажем, немало сделала для того, чтобы развязать Первую мировую, но она была далеко не одна. Поэтому я и называю ее стрелочником. И вот на этого стрелочника повесили буквально все. Заодно тотально наказав насквозь провинившиеся вооруженные силы, включая флот. Каковой флот был почти полностью ликвидирован. Можно было иметь только несколько уже совершенно устаревших броненосцев, которые срочно вывели из запаса, чтобы новая, обновленная, лишенная империалистических наклонностей Германия обладала, хоть каким-то флотом береговой обороны. Нельзя же совсем стране быть без флота. И вот пока эти броненосцы не выслужат 20 лет, новых кораблей строить было ни в коем случае нельзя. Но вот тут наказующие наказали сами себя, ровно потому, что броненосцы типа Шлезвиг были настолько старые, что они 20-летний срок выслужили почти моментально. Чуть-чуть пришлось подождать, после чего еще Веймарская Германия принялась за разработку полноценных боевых кораблей. Хотя, конечно, и с ограничениями, потому что после того, как можно будет строить корабли, они не должны будут превышать 10 тысяч тонн полного водоизмещения. В жесточайшем бою, конкуренции, споре сошлись по-настоящему великие представители отличной военно-морской школы конструкторов и инженеров Германии, которые породили линкоры, а может быть даже линейные крейсера, а может быть даже, как их называли, панцершиф, то есть броненосцы, чтобы союзники не сразу обо всем догадались, типа Deutschland. Каковых построено было два: Deutschland и печально знаменитый граф фон Шпее, каковой погиб, героически самоутопившись в устье Ла-Платы в начале Второй мировой войны. Об этом у нас с Дмитрием Юрьевичем Пучковым был очень подробный ролик. Корабли получились по-своему замечательные, потому что, во-первых, удалось на несколько тысяч тонн обмануть союзников, получились они заметно больше 10 тысяч. Во-вторых, они были чрезвычайно мореходны из-за того, что использовали революционную на тот момент силовую установку в виде мощнейшего дизельного мотора, который обеспечивал практически рекордную дальность плавания, которую смогли побить, наверное, только современные корабли с ядерными реакторами. Или около того. В любом случае, для Второй мировой это была дальность плавания просто фантастическая. А также рекордное наращивание скорости в минуту времени, на что не были способны никакие корабли с паротурбинными установками, доставшимися еще от Первой мировой войны и времени до нее. Однако, кораблики были небольшие. Именно поэтому мы и называем их с полным основанием не линкорами, не карманными линкорами с легкой руки британской прессы, а линейными крейсерами, потому что бронирование их до линкорского, мягко говоря, не дотягивало. Хотя вооружены они были весьма представительно 6 орудиями 283 миллиметра. Или, как говорят немцы, 28 сантиметров Schiffkanonen. То есть 28-сантиметровая корабельная пушка, которая была очень прицельна, обладала высокотемповым снарядом, из-за чего даже не очень, относительно не очень большая масса обеспечивала серьезную кинетическую энергию и прекрасной дальнобойностью. А новейшие системы наведения обеспечивали очень хорошую прицельность для этих орудий. Проблема-то никуда не делась. Они были, черт возьми, маленькие, а размер на море имеет значение. Не только, конечно, но на море в первую очередь. Дело в том, что Дойчленды, как и вообще весь Кригсмарine, возрождаемый Кригсмарine в конце Веймарской республики и в начале, прямо скажем, печально знаменитого правления Адольфа Алоизовича Гитлера, вместе с его
не менее печально знаменитой партии НСДАП. Вот в это время возрождаемый Кригсмарine нацеливался вовсе не туда, куда он вынужден был нацелиться в итоге. Нацеливался он в первую очередь против Франции и французского флота. А ведь Франция, несмотря на ее чудовищное ослабление после Первой мировой, это вам не это самое. Франция — это великая когда-то военно-морская держава с очень серьезной традицией. И флотом, конечно, далеко не тем, на который Франция когда-то рассчитывала. Но все равно очень серьезным флотом. С Францией нужно было что-то делать, потому что Франция могла, и это совершенно тогда не рассматривалось в виде фантастики, а стать социалистической, ну или по крайней мере крайне левой. Ну для чего? И англичане, и американцы, ну аккуратненько так подталкивали немцев в сторону французов, чтобы был всегда противовес. Потом, конечно, этот противовес пригодился в несколько иных направлениях, но тем не менее, флот Германии был рассчитан как французобой изначально. И вот французы-то, которые не пустили немцев сесть за стол переговоров на Вашингтонскую конференцию 1922 года о сокращении и ограничении военно-морских вооружений, оказались, перехитрившие сами себя. Прямо так скажем, перехитрившие сами себя. Потому что все эти новые Дойчленды, удивление, для французов были направлены против них самих. И срочно пришлось разрабатывать линкоры типа Дюнкерк с 330-миллиметровой артиллерией, высокой скоростью хода, так чтобы они однозначно были сильнее тогда еще планировавшихся к постройке и строившихся Дойчлендов. Какие они будут, французы тогда просто не знали. Однако линкоры типа Дюнкерк получились довольно сильными. Более того, сильными настолько, что никакой Дойчленд, никакой граф фон Шпее в бою 1 на 1 не смог бы им противопоставить, скорее всего, ничего серьезного. И тогда гросс-адмирал Рёдер потребовал усиления флота. Развитие линкоров типа Дойчленд или линейных крейсеров типа Дойчленд с увеличенным до 14-15 тысяч тонн водоизмещением, усиленной артиллерией, усиленной броней. Однако, решили пойти еще дальше. К черту этот самый тип Дойчленд. Он эрзац. А эрзац как-то не развивая, это будет всего лишь улучшенный эрзац, то есть неполноценный линкор. Нужно строить тяжелый корабль с могучей броней, которая может противостоять любым французским пушкам. И так, постепенно, за Кульманами родился проект линкора типа Шарнхорст. Каковые линкоры были почти в 3 раза больше по водоизмещению, чем несчастные Дойчленды. Полное водоизмещение 38 тысяч тонн. Это, конечно, далеко не эти самые чудовищные мастодонты, которые заплавали по морям во Вторую мировую войну. Но это все равно очень серьезный корабль, вооруженный пушками, да вроде бы все теми же самыми 28-сантиметровыми шиф-каноны. Но пушка эта, хотя и калибром, и внешним видом, чрезвычайно напоминала то, что установили на Дойчлендах, была глубокой переработкой старого орудия. И в первую очередь новые орудия типа С-34 имели просто исполинскую длину ствола в 54,5 калибра против 52 калиберных пушек на Дойчлендах. Более тяжелые снаряды, бронебойный до 330 килограмм, с улучшенной аэродинамикой и дальностью боя, вдумайтесь, 42 километра при максимальном угле возвышения орудия в 40 градусов. Оно ходило минус 8, 40 градусов. Вот 42 километра это то, что могло парировать любую угрозу любого тяжелого корабля своего времени. Потому что такую дальность ни одна тяжелая морская пушка не перебивала. То есть линкоры типа Шарнхорст могли вступить в дуэль вообще с кем угодно. И не смотри, что снаряд-то относительно легкий. Очень высокая скорость, почти 900 метров в секунду при выходе из ствола.
сообщали ему грандиозную бронепробиваемость. Ну, конечно, для калибра 28 сантиметров, а точнее 283 миллиметра. Тем не менее, пушка была хорошая и очень скорострельная, до 3 выстрелов в минуту. И таких пушек было 9 в 3 трехорудийных башнях. 2 линейно возвышенные в носу и 1 одиночная в корме. Плюс 150-миллиметровая вспомогательная артиллерия и очень серьезное зенитное прикрытие из 105-миллиметровых зениток и 37-миллиметровых автоматов. Правда, сразу же выяснились некоторые проблемы. Потому что, во-первых, вынуждены были отказаться от, казалось бы, уже зарекомендовавшей себя и испытанной дизельной установки типа Deutschland, вернувшись обратно к паротурбинным агрегатам, правда, на высочайших параметрах пара, с огромным КПД. Ну и с обводами немножко не угадали, потому что уже на испытаниях выяснилось, что весь нос линкоров типа Шарнхорст здорово заливается водой. Причем заливается водой так, что при сильном ветре вообще будет невозможно нормально стрелять из носовых орудий. В том числе вспомогательных орудий противоминного калибра. Поэтому пришлось увеличить развал и приделать к кораблям так называемый высокий атлантический штевень, чтобы не рубить волну, а забираться на него, парировав основную часть заливания носа. И корабли получились, повторяюсь, весьма внушительные. Вот давайте сравним. Граф фон Шпее 11,5 тысяч тонн водоизмещения. Deutschland несколько меньше, 10 800 тонн водоизмещения. И полное водоизмещение 38 тысяч тонн. Плюс 9 пушек вместо 6. И скорость, полная скорость, вдумайтесь, 31,5 узел. То есть где-то так около 58 километров в час. Вот такая вот махина могла нестись по морю. Хотя, конечно, здорово просела дальность плавания. До 7100 миль при экономическом ходе 19-20 узлов в час. Но при этом могучий бронепояс, который виден даже визуально. Там, где нижний толстый бронепояс переходит в верхний более тонкий. 350 миллиметров главного бронепояса и 170 миллиметров верхнего бронепояса. 150-миллиметровые траверсы и лоб башен главного калибра 360 миллиметров. Броневая палуба 50 плюс 80-95 сантиметров и 105-миллиметровые скосы, которые как бы подпирали главный бронепояс изнутри. И 45-миллиметровая броневая противоторпедная переборка. Вообще-то до 40% водоизмещения, если я не ошибаюсь, приходилось на вес брони. Шарнхорсты были бронированы очень серьезно. Именно поэтому, когда его называют линейным крейсером, я как-то немножко скептически морщусь, потому что для линейного крейсера все-таки чрезвычайно могучая защита. Ну и максимально возможный для своего времени калибр пушек, потому что 38-сантиметровая немецкая морская пушка еще не могла встать в строй. Она осенит собою только линкоры типа Бисмарк и некоторые береговые батареи, если я не ошибаюсь. Строили корабли с проблемами. Сначала их заложили, потом отложили, потом перезаложили. И вот, наконец, 6 мая 1935 года и 8 декабря 1936 года были спущены на воду, соответственно, Шарнхорст и Гнейзенау. И ввели их в строй в 1939 году и 1938 году соответственно. Поэтому иногда всю серию называют тип Гнейзенау, потому что Гнейзенау вышел в свет несколько раньше, чем головной корабль серии. Однако я буду традиционалистом и называть всю серию тип Шарнхорст. Так в муках рождались эти очень красивые и по-настоящему опасные корабли, которые все так же были рассчитаны на войну против Франции. А в это время я имею в виду в первой половине 20 века, с не меньшими муками рождался и наш визави, авианосец Glorious. Дело в том, что еще в 1909 году в Великой Британии первый морской лорд Адмиралтейства, то есть
глава всех военно-морских сил, владычица тех самых морей, Джон Абертнот Джеки Фишер, первый барон Кильверстоун, задумал очень масштабные изменения вверенного ему флота. Помимо дредноутов, кстати, строительство дредноутов инспирировал именно он, спустив крючок на военно-морской гонке в новом ее витке. Он же захотел всякие разные линейные крейсера. То есть большие корабли, вооруженные такими же пушками, как у линкора, но куда более быстроходные за счет уменьшенной броневой защиты. Вот где-то около 909 года в его гениальной голове родилась идея балтийских линейных крейсеров. Потому что к тому времени уже сложился альянс Франция, Британия, Российская империя против Германии и Австро-Венгрии. И контуры будущей Первой мировой империалистической бойни были уже заданы. Так вот, действовать на северной части враждебной Германской империи предполагалось при помощи русских войск, каковые должны были перемещаться и прикрываться при помощи британских кораблей. Но вот Балтийское море, оно довольно специфическое. Во-первых, туда нужно проходить проливами. Во-вторых, там глубины далеко не везде такие, какие нравятся могучим британским кораблям. Поэтому нужно было сделать что-то, что будет, скорее всего, сильнее, маневреннее и быстроходнее основной части Кайзерлих Марine. То есть военно-морского флота Кайзера. И родилась идея этих самых балтийских линейных крейсеров. Или, как их еще называют, легкие линейные крейсера. То есть большущие корабли по 240 метров в длину, вооруженные от души, знаете, 380-миллиметровой артиллерией. Аж 4 пушки такого рода. Но с очень слабой бронезащитой. Из-за этого небольшой осадкой и исполинской скоростью. 31,6 узла. Ну, то есть 58,5 км в час. Это то, что могло позволить этим линейным крейсерам соревноваться в скорости даже с современными им эсминцами. Я имею в виду современными на момент задумки 1909-10 годов. Ну и даже когда их построили, они все равно оставались невероятно темповыми кораблями. Но вот очень маленькая защита. Очень маленькая бронезащита, что доставило вообще-то больше проблем, чем пользы. Тем более, что сама идея того, что они балтийские, оказалась почти сразу похоронена. И там, на Балтике, флоты, войска Российской империи действовали как-то самостоятельно. Без, в основном, помощи тяжелых британских кораблей. Я имею в виду помощи непосредственной. Поэтому линейные крейсера типа Courageous, то есть отважный, как-то не выступили. У легких линейных балтийских крейсеров типа Courageous было одно экстравагантное, можно сказать даже смелое развитие, а именно легкие линейные, вроде бы даже балтийские корабли типа Furious, то есть яростный, которые в основном отличались от своих предшественников просто чудовищными 457-миллиметровыми пушками в однобашенных установок в носу и корме. Вот эта вся радость стоила приличных денег. А как с этой радостью работать, было решительно неясно. И вот грянула Вашингтонская проклятая конференция о контроле и сокращении военно-морских вооружений во всем мире, где было установлено, что крейсера не более 10 тысяч тонн, не более 30 тысяч тонн линейные корабли, пушка самая страшная 406 миллиметров и вообще все лишнее порезать, но кое-что можно перестроить в авианосцы. И тут, посмотрев внимательно на имеющиеся легкие линейные крейсера, английское адмиралтейство вдруг сказало: о, так это же отличный кандидат на перестройку, потому что корабль-то большой, то есть на нем поместится серьезная взлетная палуба. Это во-первых, а во-вторых, но он же все равно быстроходный. Когда мы снимем с этой красоты артиллерию главного калибра, а потом в итоге еще и минно-торпедное вооружение,
Он настолько облегчится, что спокойно примет авиагруппу, ремонтные бригады, личный состав тех самых авиагрупп, топливо, собственные ангары, без потери скорости и мореходности. Идеально! И что Furious, что Courageous принялись яростно перестраивать. Несчастный Furious перестраивали аж 4 раза. С типом Courageous получилось несколько легче. И вот в итоге у Британии образовались авианосцы, перестроенные из чрезвычайно быстроходных линейных крейсеров, которые получили в наследство еще и бронирование линейных крейсеров, к сожалению, чрезвычайно легкое. Это же легкие линейные крейсера. И вот получились машинки, чуть-чуть различающиеся. Courageous максимальной длины 239 метров, 224 метра между параллелями, 27 метров ширины по ватерлинии, осадка 8,5 метров, ну и Glorious получился чуть-чуть больше. Он был 240 метров максимальной длины, где предполагалась авиагруппа аж в 48 самолетов и универсальные орудийные установки 16 штук, 120 миллиметров. Имели место когда-то проекты сохранения одной башни главного калибра, но от этого довольно быстро отказались, ровно потому, что полетная палуба невозможно сокращалась. И получался взлетательный авианосец без возможности приемки самолетов назад. Это, согласимся, недопустимо. И вот у нас получились нормальные авианосцы с узнаваемой весьма островной надстройкой сбоку, мачтой и весьма представительной полетной палубой. И вот они заплавали. Решение было, да, вынужденное, продиктованное Вашингтонскими соглашениями, чрезвычайно дорогостоящее. Но нельзя отказать ему в эффективности, ровно потому что крупный бронированный корабль с такой скоростью на дороге, согласимся, не валяются. И вот они пригодились. Пригодились они ровно тогда, когда закончилась странная часть Второй мировой войны. Мы же помним, что европейская часть Второй мировой войны, не забудем, что на 2 года раньше началась китайская часть, дальневосточная эпопея Второй мировой, не менее кровавая. Так вот, началась в Европе война 1 сентября 1939 года, и если исключить из уравнения польскую кампанию вермахта, то потом война продолжалась странно. Потому что союзники, которые гарантировали Польше полную неприкосновенность и решительную помощь против нацистского агрессора, то есть Франция и Британия, принялись делать ничего. Ну, чем они занимались до конца 1939 года, когда чего-то стали делать уже немцы, и странная война кончилась. В рамках окончания странной войны и перевода ее в войну настоящую было предпринято несколько стратегических операций. В частности, датско-норвежская наступательная операция, комбинированная Вермахт, Люфтваффе и, естественно, Кригсмарine, которая известна под кодовым названием Weserübung, то есть маневры на Везере. Причем разделялись они уверенно на части Weserübung Süd и Weserübung Nord. Weserübung Süd был направлен на Данию, ну а Nord, понятное дело, на Норвегию. И с Данией-то все получилось замечательно, потому что там по факту потерь от дорожных катастроф, несчастных случаев, вермахт понес больше, чем от боевых столкновений с, собственно, датскими войсками. А вот в Норвегии не сдалось, потому что одна часть операции прошла очень успешно, а вот войска, высадившиеся и захватившие Нарвик, оказались в окружении, потому что в Норвегию французы и англичане высадили и переместили очень представительную компоненту сухопутных вооруженных сил. И вот там-то немецкое наступление забуксовало. Более того, речь на полном серьезе шла о том, что вот эта норвегская группировка вынуждена будет пробиваться в Швецию и там интернироваться до конца войны, выбывая таким образом из общего боевого состава, согласно международным военным законам. И, конечно же, на норвегскую группировку принялись давить со страшной силой всем, чем только можно.
И, конечно же, там отметились авианосцы Furious, Glorious и Ark Royal. Каковые перемещали сухопутные самолеты в Норвегию, каковые использовали собственные авиагруппы для поддержки войск, которые блокировали Нарвик. И для того, чтобы бомбить несчастных немцев. Туда им и дорога. Но судьба Норвегии решалась отнюдь не в Нарвике. Потому что пала Франция. Вот прямо сейчас последние французские силы прикрывают британцев, которые отступают на острова из Дюнкерка. И на острова-то нужно было выводить сразу много всевозможных боеспособных сухопутных соединений, потому что было решительно неясно, а не последует ли немецкий десант на британские острова. Вот прямо вслед за разгромом под Дюнкерком. И поэтому началась операция Алфабет, то есть алфавит, то есть эвакуация союзных сил из-под Нарвика. И вот тут-то пригодились авианосцы, чтобы, во-первых, прикрыть транспорты, эвакуировать те самолеты, которые возможно. А ведь там были ценнейшие новые истребители Hurricane, потеря которых была, прямо скажем, очень нежелательна. И вот именно там активно действовал авианосец Glorious в компании другого авианосца Ark Royal. Под прикрытием довольно сильного конвоя эсминцев. Там же действовали крейсера, знаменитые английские графства, там тот же Девоншир, например, который эвакуировал королевскую норвежскую семью. И действовали они решительно.